В особенности для тех компаний, которые представлены в России производственными площадками. Это в значительной степени относится к компании САП, как вы знаете, наши два завода в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Как мы отвечаем на эти вызовы, что мы делаем, как мы продолжаем жить. Последние несколько недель я очень часто слышу вопросы, адресованные ко мне. Мои коллеги, ребята тоже постоянно на эти вопросы отвечают. Ну что вы, где вы живы или нет? Вы собираетесь продолжать работать в России или нет? Я хочу вам сказать, ну вот для вас сегодня, вы на этом стенде, вы видите массу желтого и черного цвета, он сам говорит за себя. Наш стенд говорит о том, что мы живы, и мы живее, чем когда бы то ни были. Наша компания продолжает активно работать на рынке сварочных материалов, сварочных решений порезки металла в регионе России и СНГ. И да, безусловно, это не самое простое время для нас. Безусловно, мы сталкиваемся вот с этими вызовами, очень нестандартными задачами. Никогда никто в мире с ними не сталкивался, пожалуй. Мы впервые проходим через этот опыт вместе с вами, но мы проходим довольно неплохо. И, как говорят многие мудрые люди, время перемен – это время больших возможностей. Для нас, безусловно, открываются большие возможности. Наверное, предвосхищая ваши вопросы по поводу санкционных нюансов в работе, мы продолжаем работать, мы продолжаем выполнять требования того законодательства, которое должны выполнять. Вот. Но перед нами, я еще раз повторю, открываются новые горизонты в работе с нашими партнерами, что очень важно сейчас. Мы продолжаем выполнять обязательства перед нашими клиентами, перед нашими партнерами, сервисные обязательства, и ни в коем случае не останавливаемся. Есть, безусловно, проблема логистического свойства. Опять же, все без исключения предприятия, представленные на выставке металлообработки, с ними сталкиваются. Коснулось это и нас, но мы с точки зрения решения этих проблем, я бы сказал, находимся уже даже не в середине, а, наверное, 75% это сложного пути решения этих задач мы прошли. Осталось совсем немножко для того, чтобы мы могли сказать, что мы полностью практически решили все проблемы, связанные с поставками как готовой продукции, так и сырья для наших заводов. В очень скорое время мы будем работать абсолютно в нормальном стандартном режиме, как это было и раньше. Очень важная тема, безусловно, наша работа в Средней и в Центральной Азии. Еще в 2008 году компания ИСАБ открыла свое представительство в Казахстане, в городе Алматы. И у нас всегда была такая очень сильная команда там, но работа была больше такая проектная. Последние 2 года для нас именно Центральная Азия, это не только Казахстан. Вот я ваше внимание тоже хочу на это обратить. Дмитрий, вам слово. Да, спасибо, уважаемые гости. Рады приветствовать вас у нас. Ну, собственно говоря, основные тезисы Светлана уже озвучила. Действительно, корпорация САП имеет в своем составе большое количество заводов, которые расположены на разных территориях нашего земного шара. Соответственно, вопрос, связанный с обеспечением, с поставками сварочных материалов, стандартного сварочного оборудования, аксессуарами, этот вопрос всегда был в поле нашего зрения, и поэтому для нас каких-то серьезных изменений в формализации цепочек поставок не произошло. Да, логистические вопросы, они стоят перед всеми, Алексей Сергеевич об этом уже сказал, но это технические моменты, они никак не связаны с философией бренда, с доступностью нашей продукции для наших заказчиков. Поэтому идет некая перенастройка системы работы, которая в ближайшее время абсолютно точно позволит нам закрывать все текущие потребности рынка, все текущие потребности наших заказчиков. Это связано и с группой стандартного оборудования, это связано с группой машин термической резки, инжиниринга, автоматизации. То есть в этом направлении мы работу как вели, так и ведем. Не могу сказать, что что-то в наших подходах поменялось. Они как были, они такими и остались. Соответственно, задача обеспечить наличие продукции на рынке, она приоритетная, первоочередная. И в этом направлении мы все шаги соответствующие предпринимаем. Безусловно, наличие 2 заводов на территории Российской Федерации, оно также сказывается и дает нам все больше и больше уверенности и возможностей для развития этих производственных площадок. Почему? Потому что номенклатура широкая, у нас есть прекрасный опыт локализации тех материалов, которые ранее выпускались только в Европе, допустим. Такие известные марки, как электроды ВК-4620, трубные электроды, так называемые, категории 5370, 5470, общестроительные электроды ОК-48Р,
порошковые проволоки, да, это все то, чем мы занимались в предыдущие годы. Соответственно, на базе этого накопленного опыта мы не то что планируем, мы двигаемся дальше, мы расширяем номенклатуру сварочных материалов, которые переводим с производства из европейских или азиатских стран к нам сюда. Для чего? Ну, собственно, логика простая. Обеспечить доступность, обеспечить возможность загрузки наших заводов, расширить портфолио продукции, которую мы выпускаем, ну и обеспечить естественным образом наших клиентов качественным, высококачественным, доступным сырьем для выполнения своих основных задач. Поэтому здесь, опять-таки скажу, что тот опыт, который мы накопили ранее, те знания, которые у нас были, это потрясающая команда технологов на заводе, которые могут не просто скопировать какой-то продукт, который выпускался раньше на других наших заводах, но и, так сказать, кастомизировать его, исходя из особых требований наших заказчиков. Этот опыт мы продолжаем эксплуатировать и применять дальше на наших заводах, ну и с этим, собственно говоря, идем вперед. Дмитрий, слово... Ну, давайте я отвечу. Значит, скажем так, слово «федеральный», оно не находится в каком-то исключительном праве пользования у государственных органов. Федеральный в нашем понимании означает географическую широту распространения. В этом смысле мы более чем федеральные. Наши представительства компании ИСАП расположены во всех, без исключения, федеральных округах Российской Федерации. Наши дистрибьюторы вот от Калининграда и до Камчатки, и север, что самое северное у нас есть? Норильск, наверное, да, и самое южное, не знаю, Краснодар, скажем так, да. То есть мы представлены везде, поэтому мы абсолютно четко имеем право называться федеральным проектом в этом смысле. Консультироваться, благодаря вам совместно, потому что, насколько я знаю, употребление федерального символа Российской Федерации и прочее, это требует Можем с вами подискутировать. Слово государственный, слово значит, правительственный здесь точно не присутствует, да? Но географически мы именно такие, и мы, понимаете, мы позиционируем себя таким образом, чтобы... Я понимаю, конечно. Я говорю, с точки зрения юридической, с точки зрения смысловой, это все очевидно. Тут даже это Мы готовы 20 лет в прошлом году ИСАП Свела, 10 лет в этом году ИСАП Тюмень. Какая продукция сейчас выпускается, какие мы ожидаем трансформации, перемены, если ожидаем? Вот слово Алексею. Здравствуйте, приветствую вас на нашем стенде. Российское производство компании ИСАП. Уже говорилось, что у ИСАП на территории Российской Федерации есть два завода, в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Заводы у нас очень интересные, с интересной историей. Уже говорили, что первый наш завод в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что действительно бизнесу сложно сейчас, но при этом ни в коей мере нашими финансовыми показателями качества работы мы поступиться не можем. Мы попытались найти какую-то такую золотую середину. Многие предприятия, в особенности импортеры, международные производители, перешли полностью на предоплатную систему работы. Значит, я сказал, что мы так работать не будем. То есть вот у меня был серьезный разговор с нашей штаб-квартирой. Если мы перейдем полностью на предоплату, мы убьем нашу клиентскую базу. Мы этого не хотим. Нам надо поддержать наших дистрибьюторов. И мы ни на копейку не изменили никому кредитные лимиты, мы оставили их так, как есть. Но, естественно, мы потребовали взамен очень четкую платежную дисциплину. Ребята отнеслись к этому серьезно вполне. Ну, все хотят продолжать быть с ИСАПом другом, а не в другом каком-то статусе быть. Поэтому качество дебиторской задолженности, финансовое состояние компании в России очень и очень хорошее и стабильное. Платежи идут вовремя, четко. Так что, пользуясь случаем, если наши дистрибьюторы здесь есть, исаповские, спасибо вам, ребят, за вашу качественную работу.